الله أشهد أن محمدا رسول الله. Доброе бангладешское утро. И утро наше в пробках. Уже час мы стоим. Просто стоим. Двигатель отключен у нашей рикши, и мы стоим. Наша задача сегодня преодолеть 100 километров от центра города Дака в область. Ушли мы от того дядьки, потому что мы 40 минут практически простояли. Перешли дорогу, сели на велорикшу какими-то дворами, доехали до Бастейшна, до вокзал, местный вокзал. Сейчас сидим уже в автобусе. Завтрак Дениса. How much one piece? 10 така. 10 така или 7 рублей стоит один банан. Ну, потому что вы их вот так покупаете. Бананы здесь сладкие, как моя жизнь. Народ потихонечку набивается. Я думаю, мы скоро тронемся. Здесь все перекусывают так. Завтрак туриста здесь состоит из банана, кусочек кекса. Там что-то происходит. После банана нужно сразу выпить холодной воды. Жизнь прекрасна. Едем уже второй час. Вроде бы расстояние небольшое, но слишком много преград всевозможных. И иногда попадаются такие участки, где невозможно дышать. Даже местные закрывают нос. Что-то гниет. Или свалки рядом находятся. В принципе, Бангладеш можно назвать одной большой свалкой. Ради сегодняшней поездки я даже одел брюки, потому что в то место, куда мы едем, без брюк нельзя. Это единственная в мире мечеть для трансгендеров или хиджар, как их называют местные. Когда мне сказали, что такая есть, меня сразу это заинтересовало. Я говорю, поехали. Вопрос студенту. Do you want hijab wife? No. They are not women. They are men. I don't want a man as my wife. Только женщина, он сказал. Жена должна быть женщиной. Мы приехали. Покидаем трясущийся автобус, от которого все ноги и руки трясутся. Сзади очень неприятно сидеть, конечно. Помогу женщине сумку спустить. Никто не помогает. Так, куда он ушел, мой друг?
Здесь что-то душновато. Прошел дождь. Нас чуть не сбили. Так, получается, нам дальше надо ехать на каком-то транспорте. И его сейчас нужно найти еще. Здесь многие могут перебить в 3 секунды. Нужно найти какую-нибудь точку, быстро перекусить и потом двигаться в путь. Мало ли. Ну и как обычно, рис, курица. Я больше там ничего не увидел. И какие-то шарики. Небольшая витрина. Наверное, еще нужно яйцо попросить. Я попросил большую ложку мне принести. Была чайная, я говорю, можно большую? Но придется ей есть. Это, конечно. Ложка больше, чем моя голова. Oh, this, yes. Thank you. Так, сначала выпьем водички. В принципе, принесли бы лопату, пришлось лопатой ехать. Ну, я все предварительно за кадром сбрызнул лаймом. Какие-то овощи непонятные. Все это дело перемешивается. Непонятно вкусно. Как мне папа всегда говорил, ешь то, что дают. Поэтому у студентов вообще какие-то шарики, похожие на маслины. Ну, белок и углеводы. И белок. И курица, между прочим, здесь отличается от нашей. Вроде бы они тоже быстро выращиваются, но у курицы кости очень крепкие. То есть это не как наша карачка, которую ты перебил без проблем. Зачем-то еще риса много принесли. Ну, видно, здесь не наедаются, рис подают, нам сразу подали. Но я наем с этой точно. Берем лайм, брызгаем, заливаем. Можешь руками начать есть? Вкусно. В рисе очень много всяких приправ, какие-то семена крупные. Я половину даже названия не знаю. Денис Бангу... Она поймала не мое лицо. Фейс, обнаружь мое лицо. Нам еще принесли тарелку какого-то супа. Видно, что здесь туристы редко бывают. Пробуем вот этот шарик.
что намешано столько. Суп какой-то принесли. Ой, там рыба. В этом шарике была рыба. Рыба перетертая с курицей и чесноком. Как многие любят. Нам нужно пересечь данный мост. Возле моста общественный туалет. Я чуть не задохнулся там. Ну, как общественный, там просто как кошки ногу поднимают и ходят. Река, как обычно, не чистая. Она даже не грязная, а мутная, вода глинистая. Наша сторона более свободная. Трафик здесь просто бешеный. Главное, чтобы дождь не пошел. И будет все хорошо. Отсюда, наверное, не видно. Там сидят наркоманы. На этом островке они на камеру переплывают. То есть их никто никогда не примет. Потому что все можно всегда скинуть. И, не знаю, с вертолета только если с сеткой на них кидать. Они заметили, что я их снимаю, и говорят: иди к нам, мы тебя ждем. А я им в ответ: у меня семья, не могу, друзья. Здесь течение очень сильное, потому что островки из водорослей довольно-таки быстро идут, даже быстрее, чем человек идет. Самое главное, чтобы меня впустили в эту мечеть, потому что, не знаю, реакция может быть разная. Все про нее знают, но не все. В Бангладеше знают много людей, да и не только в Бангладеше. Просто как отреагируют. Но мне сразу сказали, по-любому придется смазывать купюрой. Без этого не вариант вообще. Пока ждем автобус, нужно выпить чай. Черный чай. Даже на чифер скорее похож. Тучи начинают сгущаться. Ёпта. Очень крепкий. Очень. Это вот для тех, кто потом покурить хочет. И чай рафинированный. Чтобы не делать вид, что чай не понравился, придется упить, дабы не обидеть продавца чая. Да здравствует дождик. На этот раз у нас розовая рикша. Дождь все сильнее и сильнее. Как в той самой сказке. Самое напряжное — это такую погоду снимать. Очень тяжело, очень неудобно. Плюс еще духота. Камера то намокла, то дождь залил, то руки липкие, то экран нужно протереть чем-то, то сильный пыль. Водитель, похоже, не знает, куда ехать.
когда дома сидишь, монтируешь видео, там отснимал контент, уже намного интереснее такой. Сидишь, ностальгия тебя прям мучает. Не хватает. Не хватает этой красоты. Мы добрались до этой деревни. Здесь очень-очень душно. Я не могу понять расположение. Здесь, получается, идут вдоль двух рек или вдоль двух ручьев. Ну, справа точно река, там или рукав, или какой-то ручей. Ну, в общем, ряд домов между двумя водными артериями. Долго мы спрашивали, все как-то показывают, но так как это нестандартная мечеть, соответственно, это нестандартное общество. И оно, как обычно, будет жить где-то на краю. Чаем угостили. Мужики угостили чаем. В общем, принесли чай, заказали нам. Мы остановились возле дома одного из посетителей данной мечети. Он мне разрешил снять у него жилье. Цвет чистоты и невинности. Люди за собой ухаживают. Здесь зонтики, носки. Кровать там в темноте. Душ. Выход на улицу. Кухня. Чисто вообще, реально чисто. Я, конечно, офигеваю от чистоты. Но ничего здесь такого нет, что-то выдавать должно. Кроме... Ну, кровать двухметровая. Сейчас мы ее подсветим. Попробуем подсветить. Да что ж ты не хочешь свет даже включаться? В общем, ничего не видно здесь. Шафику принес мне печенье. This my tea? Thank you. Only tea. Чай немножко крепковатый, но терпимо. Ну, такие парни, короче, женоподобные, немножко милые, грациозные, темпераментные, утонченные. Ждем время намаза. Или еще кого-то ждем, потому что я не понимаю, что они. О чем они общаются между собой? Может, они меня съесть хотят? Райское место, на самом деле. Если бы не сезон дождей, цитрус растет, банан растет, козы бегают, пальмы растут. Немножко жарко, но они даже не потеют ни грамм. Просто стоят сухие и все. Я как цитрус обливаюсь. Кто-то что-то шьет. В соседнем доме слышно, машинка строчит. Все занимаются здесь животноводством. Очень много коз, много буйволов и коров. Ну и, естественно, огороды. Мне вот такой вот фен подарили. И его я не запомнил, как зовут. Но это я у него был в квартире. Ну да, там и женщины, и мужики, и они. Видите, как чисто у них. Вот что значит женская грация. Она все-таки свое дело делает.
Все чистенько, все по полочкам. Огородики. Куда-то пришли. Какое-то помещение. Свет в деревне отключен, Come on. поэтому без света. Во рту приятная сладость от чая, от крепкого чая. Смотрите, я так понимаю, что здесь помогало, наверное, государство, потому что все домики похожи друг на друга. Много-то и не надо, в принципе, чтобы построить такой дом. Я знаю, что многие из вас будут осуждать этих людей, я 100% уверен. Но это жизнь, и она одна, и от нее никуда не денешься. Есть и такое общество, поэтому не знаю, как сказать правильно. С ним нужно согласиться, порицать это. Оно есть. Имеет место быть. Продолжаем идти и общаться о интересном. Вот эти вот две бабушки. Сразу видно, что это хиджра. Вторая закрывалась, но у нее проблемы с глазами. А вот эта постарше бабушка, это и есть хиджра. Только веер спасет. Здесь, чтобы мне жарко не было, вот так вот делают. Что они все ближе и ближе ко мне подходят. Уже, по-моему, колено упирается в меня. Мне уже некомфортно становится. Я чувствую колено где-то на уровне плечей своих. Потому что второе колено не подошло. Локопа. Чокопай. Локопа. Я до сих пор не могу понять, что замен должен я. То есть за какую-то услугу должна быть, получается, услуга. Там кто-то еще крупнее пришел. Я аж испугался, пока воду пил. Там раза в 2 больше меня. Ну, как Тонако. Не, спасибо. Я сыт. Вот? Массаж? Что не хотят? Они меня сейчас не затащат никуда. По-моему, сейчас запрокинут за ноги и упрут в комнату. আমি ধুরানি বুঝতে পারছো আর উনি হইছে আমার বোন বাংলা বোন আমার আর উনি আমাদের ধুরানি পান্তি Они мне спину чешут. Блядь, все ближе и ближе локтем своим. Блядь, и неудобно встать. Ну, нельзя бежать. Там борец в комнату зашел. Веселая деревня. Я вообще не пойму. Куда-то меня тащат. А что вы будете делать сам? Блять.
এটা দূরপিঠের ঘর। নাতাশা। Natasha? Natasha. You? My name is Shubha. Я боюсь, что мы уже не дойдем до назначенной цели. Замечательно. Замечательно. Жизнь замечательных людей. ЖЗЛ. Реально, щетина торчит у него. Ряды пополняются. Your name? My name is Jushe. Дюши? Дюша. And you? নাম নাম এই তোমার নাম Jusna. Дюша. This is Jusna Begum. জুসনা বেগম Дюсна бегом. Shulki Khudoi. তোমার নাম Ну, вот та похожа прям на женщину. Это не очень. Khud. তার নাম ক? সামনে ক্যামেরা নেই। Чем занимаются эти молодые люди в жизни? Так же, как и в Индии, сборы денег по общественному транспорту. На перекрестках, в общественных местах. Не могу не обделить всех. Все должны попасть в кадр. И вновь прибывшая. আমার মতো সাধারণ শিক্ষিত এসবের অফিস আছে ওইখানে মেসেজ করে দিব Что-то говорят интересное. Предлагают мне прилечь, отдохнуть. Но я не буду этого делать. না হেন Есть вероятность того, что они так на меня смотрят, вслушиваются в каждое слово мое. Что ящик Пандоры может открыться. Позадавал я им вопросы. Первый. Сколько здесь живет хиджр? Всего 50 человек. Государство им дало это помещение, эти помещения. За них они не платят за аренду, платят. Даже они вообще ни за что не платят. Просто здесь проживают. Помещение было построено под мечеть в 2020 году, и в 2023 году оно начало функционировать. Следующий вопрос, который я задал, это есть ли проблемы у муллы, которые приходят сюда, чтобы делать молитву для них. Мулла — это обычный нормальный человек. То есть не трансгендер, а не хиджа, а нормальный мужик. У него проблемы в других мечетях. То есть его осуждают за то, что он ходит сюда. Но с каждым годом ситуация меняется. Становится мягче, лучше, меньше осуждают. Кто разрешил постройку данной мечети здесь? Это лидеры хиджр и местное руководство. Выбирали место, которое не будет никому мешать. Так как хиджры тоже мусульмане, но их из других мечетей выгоняют. Просто выгоняют и все. И их нельзя хранить на обычных кладбищах. Соответственно, для них выбрали вот такую вот локацию. И он положил голову мне на плечо. И вон тот тоже. দেশের বাইরে দেখবো কিন্তু হ্যাঁ সুন্দর করে প্রিয়ঙ্কা তোর মেকআপ আর কি হবে এইভাবে ফিরন তুমি চোখ বন্ধ রাখো প্যাচিস করলে চিজ হতো কারি করে চিজ আমার নিচে 10 কারি আর 10 কারি নিস্তাল পূর্ণশী কারি উল্টি করিস না ওই লগমাসি পার্টি করে বাকি মাস চাপ কারি ওরা দিয়ে
পঁয়তাল্লিশে Ну, сразу видно, что это мужчина красится, потому что грубовато все делается. আস্তে আস্তে সুন্দর করে দেন И ни кисточки, ничего нету, просто все руками, пальцами. না আমি তাই আর কি। না উনি ওই কথা উনি বলতে না সবার আগে তাকাও তাকাও মুখ তাকাও উপরে তাকাও না সেগুলো সাজাইতেছে Просто не понял, под глазом и этим же нос. А по-моему, любые цвета, которые попадаются, просто мажет. চাপ Так, ну, চোখ বন্ধ করে তাকাইস না চোখ বন্ধ কর আমি চামড়া দিতে হবে কি জিনিস মেকআপ নাম সাদা সাদা লাগাই কালা সাদা মেকআপ সাদা চলে и сзади меня, который сидит, он хохочет, угорает, как его красить. গাড়ি কারি না চিকেন Карри. Чикен, чикен карри. হ্যাঁ চিকেন কারি Stop. খাওয়া যায় নো No? কারি মানে স্ট্রং কারির আনসার হচ্ছে স্টক বলা এটা আমাদের আচ্ছা বানানো আর হলে কি ভাষা এটা আমরাই বুঝবো অন্য কেউ বুঝবে না এটা আমাদের সিক্রেট থাকে না মানুষের ধরেন অনেক মার্কেটিং বিষয়ে আপনি যদি সব Короче, у меня уже руки отвалились от съемки. নাম্বারিং তারা বুঝে অন্য কেউ বুঝে না Обычный макияж. প্রাইসটা Делает мужчина, делает грубо, ну, в полевых условиях можно назвать. Распустил волосы и, блин, ну прям похож уже. পাগলা ভাষা তার চেয়ে বাড়ি থাকবেন এতক্ষণ কেমনে ছিলেন স্যার আপনার মধ্যে এই গাড়ি করে কট করা করছি লিপস্টিক দিয়ে থাকে কি বৃষ্টি কে না Сейчас скоро будет намаз. Идем в сторону мечети. Шутки шутками, конечно, но в голове много, конечно, чего не укладывается. Но еще раз говорю, это наш мир, в котором мы живем. Нечего сказать. Это их религия, и они хотят молиться, поэтому вот именно поэтому возникла эта мечеть. Всё. Чтобы не было никакой дискриминации, место, где их не тронут, место, где их не обидят, где не будут высказывать, что можно, что нельзя. Место, где они могут находиться обособленно и не мешать никому. আল্লাহু আকবার আল্লাহু আকবার Не успели мы дойти. আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ আশহাদু আল্লা আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ Я еще 5 раз спросил, во сколько, говорю, намаз? Да успеем, успеем. আসছে বাড়িতে আসছে বললেন যে আমার মসজিদে গেছে মসজিদে গেছে আসছে
জানে Где-то за этими домами, мана. На той стороне тоже мулла. Прям во многих мечетях слышно прям разница пару секунд, и одна на другую почти накладывается, но не накладывается. Я не помню, через сколько после азана начинается молитва. То ли 5, то ли 10 минут. Не помню. То есть это дается время, чтобы люди завершили свои дела, пришли, এখানে আজান দিবেন кто успел, কথা হইছে তো кто успел. Кто тут крякает. হি ইজ দি হুজুর ও কথা হইছে ওনারাও আসতেছে Мула? Я. Вот как раз мула, который будет читать в белом. Молодой он. Как жарко, ужас. আজান মানে হচ্ছে কারণ তা দেখতে এই যে রুয়ে পড়ে না জায়গা উঠে আসে Как определить, что это мечеть, громкоговорители рядом и все. Громкоговоритель, отдельно стоящее здание. Спереди молящихся, по-моему, нельзя сидеть и проходить, все делается позади, чтобы не мешать им. Это я точно помню. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Мулла открывает окна. Наверное, так положено. Ну, сейчас начнут приходить. তারপরে সন্ধ্যার সময় Спросил, сколько приходит людей. এসের সময় না মাগরিবের সময় নাকি আপনারা আরবি মাগরিব পড়ান মাগরিব এশারের সময় মাগরিবের সময় কি আজকে আরবি পড়াবেন মাগরিব এশারের সময় এশারের সময় আরবি হ্যাঁ আচ্ছা মাগরিবের পরে কিছু নাই ওকে তো এবারে যে কতজন পড়েন নামাজ নামাজ পড়া হয় 15-20 জন 20-25 জন এরকম
uh, আর শুক্রবারে মসজিদ বড় মতো 15 to 20 people pray here altogether in average. In Friday, which is the Juma day, then they Full. are all gathered here for prayer. 15-20 человек, а во время джума намаза, ну, здесь все полное. Вот такая вот она маленькая мечеть. Просто забетонированная площадка, стены из железа. Ну, я не знаю, как это правильно называется. Вот, где лежат книги. Ну и всякая принадлежность для муллы. Здесь, наверное, во время жары невозможно сидеть, потому что это все накаляется. Сейчас сезон дождей, плюс-минус. Терпимо еще. Я смотрю, начали подходить не только хиджи, но и нормальные This мужики. place is there for their graveyard. This is the Я спросил, здесь молятся только хиджи? Мне говорят, нет. Тут и нормальные, вон они моют ноги. Позади меня там бочка с водой. Моются без проблем. Ну вот подходят те, у которых мы были. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Сейчас пришло только 3 хиджира. Я говорю, а где остальные? Они приходят в основном в вечернее время. То есть, я не знаю, как правильно, утренний и вечерний. Ну, вообще-то не положено пропускать, но утренний и вечерний они делают, вот так скажу. В 7, по-моему, будут все. Все, кто не пришел в обед. Нужно охладиться. How much? 20. No sugar. No, ঠান্ডা পানি পানি নাই Охладились. Water. Здесь все сладкое. না না কোলা Сладкое не хочется. Без сладкого. Как липучка ходишь. তো উঠতে অনেক ভালো লাগছে নদী পাবে কোনোভাবে কি গাড়ি ঘোড়া পাওয়ার ব্যবস্থা আছে এটা তো গাড়ি শহরে যাব এই দিক দিয়ে মনে পারিয়া পরে আপনার গেলে নৌকা পাওয়া যাইবো এই যে দিক দিয়ে Мы решили сократить путь. Обратно не пойдем. Опять эти 25 километров через всю деревню. И нам нужно на ту сторону. Впереди какая-то река. Для того, чтобы произвести здесь съемки, естественно, мулле дал, на пожертвование в мечеть дал и этим трансом тоже дал всем. Еще в конце еще оказалось, что мало, пришлось добавить. Ну, тут без вариантов. Хочешь снимать, плати. Заплатил, для тебя зеленый свет. Под вечер более комфортная погода. Солнышко уходит. Я так понимаю, здесь переправы.
на лодке. Да еще и под парусом. Впервые в жизни под парусом поплыву. Навряд ли под парусом. Это их катают, а мы, наверное, на обычной лодке. Пока наш корабль где-то плавает, нужно попить чаю горячего. С третьей попытки не крепкий чай. Здесь харкаются все. Это нормальное явление. Идешь, кто-то куда-то плюет. Впереди какие-то плантации. Видел пару краболовок. На краба, видно, стоят. Прям вот этот хороший чай. Они везде добавляют имбирь. Стоят чашки на подносе. Он берет, споласкивает стакан и выливает в этот поднос. В этом же подносе, в этой воде плавает кусок имбиря. Он его вылавливает рукой, отрезает кусок и закидывает мне в стакан. Я пью. Даренному коню, ну в данном случае не дарен, ну я ничего не меняю, я просто лицезрею здесь. Главное ничего не подхватить, и все остальное ничего не страшно. Чай такой вкусный с имбирем, ароматный очень. Еще одна перевернутая страничка в моей жизни. Солнце прямо в глаза. Солнце на закате. Оказывается, мы сначала вдоль берега плыли против течения под парусом. И теперь с учетом того, что нас несет, а сносит нас очень хорошо, нам нужно добраться вот до той пристани. Здесь все четко продумано уже. Здесь уже на тук-тук и до автобуса. Или пешком. В общем, как-то добираться. Еще я заметил, что все парни, девушки, которые пришли в мечеть, кто до этого красился, не все пришли без макияжа. Бас? Не накрашенные были. Уважение. Ну, уважение. Давайте назовем это. К муле.